Приветствую вас, дорогие рукодельницы! Сегодня свяжем такой красивый универсальный комплект шапочку и снуд. Комплект подойдет как для мальчика, так и для девочки. Будем вязать на объем головы 52 сантиметра. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Я буду вязать из пряжи Alize Superlana Maxi. Здесь на 100 метров 100 грамм. В составе шерсть и акрил. Толстая, теплая и мягкая ниточка. Оставляем длинный кончик нити. На спице номер 6 обычным способом набираем 50 петель. Набрали 50 петель, плюс 1 петлю для замыкания вязания в круг. Соединяем вязание, следим за тем, чтобы косичка наборного ряда у нас нигде не перекручивалась, смотрела в центр круга. Петельку с левой спицы снимаем на правую и накидываем на нее петлю с правой спицы. Затягиваем нашу соединительную петлю и возвращаем ее на левую спицу. Начинаем вязание резинкой 1 на 1. 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. Все петли в первом ряду провязываю за переднюю стенку. Довязываем ряд до конца. Я довязываю ряд, лицевая, изнаночная. Начало ряда там, где хвостик. Можно повесить маркер начала ряда. И мы продолжаем вязание резиночкой 1 на 1. 1 лицевая, 1 изнаночная. Лицевые в этом и последующих рядах мы будем провязывать за переднюю стенку, изнаночные за заднюю. Так у нас формируется резиночка 1 на 1, и мы будем вязать на нужную нам высоту отворота. Я провязала 13 сантиметров, такой у нас будет отворот. У меня здесь осталась 1 петля до конца ряда. Провязываю ее изнаночной, переодеваю маркер. Для того, чтобы вязание в узоре рис по кругу у нас было без ступенек, мы должны прибавить 1 петлю. Прибавляем из протяжки, провязывая ее скрещенной петлей. Теперь у нас на спицах 51 петля. Теперь над лицевыми мы будем провязывать изнаночные, над изнаночными лицевые. Над лицевыми изнаночные за переднюю стенку, над изнаночными лицевые за заднюю. Так у нас формируется узор рис. 1 изнаночная, 1 лицевая. Довязываем ряд до конца. Я довязываю ряд. У меня 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Переодеваю маркер. И следом у меня идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Над лицевыми изнаночные, над изнаночными лицевые. И мы будем так вязать по кругу, по спиральке, без каких-либо лишних манипуляций. Вяжем таким образом на нужную нам высоту шапочки. Я провязала 14 сантиметров. Так у нас узорчик будет выглядывать из-под отворота. Теперь приступаем к уменьшению петелек для макушки шапочки. 1 петлю провязываю лицевой по узору. Далее у меня должна идти изнаночная. Буду провязывать 2 петельки вместе изнаночной. Для этого первую изнаночную я разверну, лицевую возвращаю. Провязываю 2 петли вместе изнаночной за переднюю стенку. Теперь нам надо провязать 2 петли вместе лицевой. Для этого я меняю местами изнаночную и лицевую. Ввожу спицу перед работой в изнаночную, меняю ее местами с лицевой. Провязываю 2 петли вместе за заднюю стенку лицевой. Далее у меня идет изнаночная и лицевая. И так будем чередовать. 2 вместе изнаночной, 2 вместе лицевой, изнаночная, лицевая. Сейчас я разворачиваю петельки, провязываю 2 петли вместе изнаночной. Меняю местами лицевую и изнаночную, провязываю 2 вместе лицевой. Далее 1 изнаночная, 1 лицевая.
Снова делаю убавочку, разверну изнаночную петлю, провязываю 2 вместе изнаночной. Теперь поменяю местами изнаночную с лицевой. Провяжу 2 петельки вместе лицевой за заднюю стенку. Далее обычная изнаночная, обычная лицевая. Таким образом мы делаем убавочки до конца ряда. Разворачиваем изнаночную петлю, провязываем 2 вместе изнаночной, меняем местами изнаночную и лицевую, провязываем 2 вместе лицевой. Далее обычная изнаночная и лицевая. Довязываем таким образом этот ряд до конца. В конце ряда у нас остаются 2 петельки. Провязываю их по узору изнаночной и лицевой. Переодеваем маркер, и в следующем ряду мы вяжем без убавок по узору над лицевыми изнаночные, над изнаночными лицевые. Я довязываю ряд. 1 лицевая, 1 изнаночная. Переодеваю маркер. В этом ряду у нас снова убавки. Провязываем 1 лицевую. Далее нам надо провязать 2 вместе изнаночной. Разворачиваю изнаночную, провязываю 2 петли вместе изнаночной за переднюю стенку. Теперь 2 вместе лицевой. Меняем местами изнаночную и лицевую. Провязываю 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Следом у нас 1 изнаночная, 1 лицевая. Таким же образом делаем убавочки до конца ряда. 2 вместе изнаночной, 2 вместе лицевой, 1 изнаночная, 1 лицевая. Я довязываю ряд. У меня здесь 2 вместе изнаночной и 2 вместе лицевой. Меняю местами петельки. Провязываю их лицевой. Переодеваю маркер, и следующий ряд у нас без убавок. Вяжем по узору. Над изнаночными лицевые, над лицевыми изнаночные. И третий ряд убавочек делаем аналогичным образом. Провязываю 1 лицевую, далее 2 вместе изнаночной, разворачиваю первую петлю, провязываю изнаночной за переднюю стенку, 2 вместе лицевой, меняю местами изнаночную и лицевую, провязываю лицевой за заднюю стенку. Далее 1 изнаночная, 1 лицевая. Так делаем убавочки до конца ряда. В конце ряда вытягиваем петельку, отрезаем нить, вставляем в иголку широким ушком и пропускаем через наши петли. У меня на спицах осталось 15 петель. Затягиваем и уводим нашу ниточку наизнанку. Здесь закрепляем и прячем кончик. Кончик наборного ряда тоже прячем в отвороте, пропуская иголочку по петлям вниз и вверх. Наша шапочка готова, можно отправлять ее стираться. Стираю я в машинке на режиме ручной стирки, сушу на горизонтальной поверхности. Я прикрепила бирочку, и еще у меня будет такой помпон. Помпон у меня на лентах, чтобы можно было легко снять, если надо будет постирать шапочку. Такая классная универсальная шапочка у нас вышла. Может подойти под любой образ. Теперь приступаем к снуду.
На снуд я набираю 51 петлю плюс 1 петлю для замыкания вязания в круг. Снимаем петлю с левой спицы, накидываем на нее петлю с правой спицы. Начинаем вязание узором рис. 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная. В этом ряду все петельки провязываем за переднюю стенку. 1 лицевая, 1 изнаночная. Так вяжем до конца ряда. Я довязываю ряд, мне осталась 1 петля, провязываю ее лицевой по узору и далее вяжу по кругу, по спирали, над лицевыми изнаночные, над изнаночными лицевые, точно так же, как мы вязали на шапочке. И провязываем наш снуд на высоту 20 сантиметров. После того, как провязали нужную нам высоту, начинаем закрывать петельки. Закрываем также по узору. У меня сейчас идет лицевая, затем изнаночная. И накидываю на петлю предыдущую петлю, тем самым закрывая 1 петельку. Далее у меня по узору лицевая, накидываю предыдущую петлю, изнаночная, накидываю предыдущую петлю. И так потихоньку закрываем весь ряд. В конце ряда довязываем последнюю петлю, вытягиваем петельку, отрезаем нить, вставляем в иголку широким ушком и ищем нашу первую горизонтальную петлю закрытия. Вот она. Вводим иголочку под нее, затем в основании предыдущей петли, откуда у нас выходит ниточка. Уводим сразу нить наизнанку, и у нас получается такая непрерывная коса закрытия. Аккуратно закрепляем ниточку и прячем кончик. Наш снуд тоже готов. Очень классный, объемный и красивый. Такой у нас получился комплект. Спасибо вам за внимание. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.